Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня я буду лепить персонажей из нового сериала «Мандалорец». Сначала, как обычно, подготовлю все основные детали фигурки. Для этого буду использовать скульптурный пластилин серого цвета. Фигурка будет на каркасе из алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм. Как вы уже, наверное, поняли, это будет фигурка главного героя этого сериала – Мандалорца. Мандалорцы или мандалорианцы – суровый народ, состоящий из представителей разных рас, скрывающих лица за стильными шлемами с Т-образными визорами. По серии фильмов «Звездные войны» зритель был знаком лишь с двумя представителями мандалорцев, похожих на обычных людей Джанго и Бобой Феттами. Изначально мандалорцы ведут свой род от расы Таунги или Тонги, жившей и правившей на Корусанте за несколько тысяч лет до появления людей. Таунги имели высокий рост, серый цвет кожи и похожее на человеческое строение тела. Однако от людей они отличались головами, напоминавшими лицевую часть мандалорского шлема. В далеком прошлом война за власть на Корусанте столкнула между собой таунгов и 13 проточеловеческих рас, известных как батальоны Желлов. В кровопролитной войне человечеству удалось выдворить таунгов с Корусанта, и они нашли свой новый дом на планете Рун. Тысячи лет таунги влачили там жалкое существование, пока однажды их предводитель Мандалор I не возглавил таунгов в захватнической войне на соседнюю планету, которую позже назвали Мандалор. Отсюда и пошло новое название народа таунги – мандалорцы, и все бы у этих свирепых гуманоидов было хорошо, если бы их не враждебное стремление воевать со всеми подряд. В результате многочисленных мандалорских войн изначальная раса таунгов практически полностью вымерла. Однако слово «мандалорцы» не исчезло, им стала называть себя воинствующая организация, состоявшая из существ разных рас, которые были разделены на кланы, жестоко придерживались принципов поведения таунгов и чтили их боевые традиции. Нечто похожее было с ситхами, превратившимися из отдельной расы в орден почитателей темной стороны силы. В период мандалорских войн против республики многие представители кланов оказались разбросанными по всей галактике. Единственное, что они умели, это воевать и выслеживать цель. Поэтому мандалорцы стали отличными наемными убийцами и охотниками за головами. Слава суровых воинов и мясников всегда неслась впереди самих мандалорцев. Лишь завидев сверкающие шлемы с Т-образными визорами, должники спешили выворачивать карманы, а приговоренные к смерти понимали, что им конец, ведь договариваться с мандалорцами было бесполезно. Из-за того, что мандалорцы перестали быть одним народом и начали сбиваться в небольшие анклавы, постепенно многие из них полностью атомизировались от своих общин. Каждый из мандалорцев-одиночек представлял собой абсолютно самостоятельную боевую единицу, имевшую при себе маневренный корабль и огромный арсенал оружия, с помощью которого можно было уничтожить небольшую армию. Помимо ракет, огнеметов, а также всевозможных бластеров и гранат, мандалорцы прекрасно владели и вибромечами, клинками, которые вибрировали под действием ультразвука, а в связке с веществом под названием картозис могли отражать удары световых мечей. За 1000 лет до появления Империи человек по имени Тар-Висла стал первым из мандалорцев, кого приняли в Орден джедаев. Во время обучения он создал особый темный меч, который словно поглощал свет, а не излучал его. В дальнейшем он стал одним из символов власти на Мандалоре, наряду с маской. Однако после смерти Вислы темный световой меч был оставлен на хранение в храме джедаев на Корусанте. После падения Старой Республики меч выкрали потомки Вислы. Уже во времена войн клонов им завладел Превисла, выжелавший стать новым Мандалором, а во времена Империи темный меч спрятал на Датамире Дарт Мол. Поскольку история меча включает в себя несколько таймлайнов, фанаты до сих пор не уверены, является ли темный меч каноном или нет. Джанго и Боба Фетты – одни из последних мандалорцев и первые в истории Звездных войн. Впервые Джанго Фетт появился в Атаке клонов.
этот охотник за головами в серебристой броне сразу напомнил фанатам другого наемника с такой же фамилией из классической тетралогии Бобу Фетта. И оказалось, что Боба даже не сын Джанго, а его клон, которого Фетт-старший потребовал от жителей Камино в качестве дополнения к оплате за свой генетический материал для создания армии клонов. Но именно популярность Боба Фетта в итоге подвела сценаристов из LucasArts к тому, чтобы создать не только его отца Джанго, но и всех мандалорцев. Изначально Фетт был лишь одним из наемников причудливого вида, коих на Татуине было пруд-пруди. Однако после пленения Хана Соло фигура Бобы заиграла новыми красками. Маленькие зрители после выхода фильмов хотели себе игрушки не только главных героев саги, но и таинственного наемника в крутом шлеме. Людям из LucasArts пришлось в спешном порядке придумывать не только историю самого Бобы, но и его запоминающегося костюма. Так и родились мандалорцы, которые все как один были облачены именно в такую броню. Их образ отчасти был списан авторами с древних кельтов. Тем самым Боба Фетт – один из последних мандалорцев, оставшихся в живых после бесконечных гражданских войн, в реальности стал прародителем всей своей воинской расы. Действие сериала «Мандалорец» происходит 5 лет спустя после падения Галактической империи, но до появления Первого Ордена. В центре сюжета – приключения одинокого стрелка-мандалорца, представителя некогда могучей расы благородных воинов, теперь вынужденного влачить жалкое существование среди отбросов общества на дальних рубежах галактики, вдали от властей Новой Республики. Нынешний мандалорец – это скиталец-наемник, который никогда не снимает доспехи и шлем. Брутален, немногословен. По признанию актера Педро Паскаля, его герой чем-то похож на телохранителя из одноименного фильма Акиры Куросавы. Родители мандалорца погибли в детстве во время атаки дроидов, так что мальчик вырос сиротой. Сценаристом и режиссером нового сериала стал Джон Фавро, известный по фильмам о Железном Человеке, роли Хэппи Хогана в фильмах вселенной Марвел, а также над работой над полнометражными диснеевскими картинами «Книга джунглей» и «Король лев». Еще на этапе написания сценария он сказал, что собирается вернуть «Звездные войны» к истокам. В итоге он является автором 6 эпизодов «Мандалорца» из 8 существующих в первом сезоне. Так что если вы любите фантастику и «Звездные войны», то думаю, этот сериал вам понравится. Для лепки шлема Мандалорца я смешал серый и серебристый пластилин. Вот такая фигурка Мандалорца у меня получилась. Далее я слеплю еще одного героя из этого сериала, малыша Йоду. Сначала из скульптурного пластилина я слеплю капсулу, в которой и находился малыш Йода. Малыш Йода, как его прозвали зрители, появился в конце первой серии «Мандалорца». Именно за ним послали главного героя. Об умилительном персонаже пока известно немного. Действие сериала разворачивается через 5 лет после событий, показанных в «Возвращении джедая», а значит, 50-летний пришелец родился еще до начала войны клонов и развития межгалактического конфликта. Также мы знаем, что малыш обладает силой. Во второй серии он пытался залечить рану Мандалорца и сумел поднять в воздух огромного шерстяного носорога. О связи персонажа с Йодой или другими представителями расы никаких подробностей нет. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас много раз говорил, что создавал Йоду как самого загадочного героя «Звездных войн» и намеренно замалчивал его происхождение и прошлое. Для лепки головы малыша Йоды я смешаю зеленый пластилин и серый. Также я решил добавить еще немного темно-зеленого.
Далее слеплю все основные элементы фигурки. Фигурка малыша Йоды достаточно простая в лепке, поэтому я не стал делать для нее отдельное видео. Для того, чтобы слепить голову, сначала прилеплю уши. Далее при помощи инструмента делаю в них углубление. Теперь делаю углубление под глаза. Скатываю тонкую колбаску и делаю щеки. Аккуратно выделяю носик. И прилеплю нижнюю челюсть. Далее делаю ротик и складки на голове. Для лепки глаз я буду использовать белый и черный пластилин. Внутреннюю поверхность ушей немного подкрашу бежевым пластилином. Итак, ребята, вот такой малыш Йода у меня получился. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, поддержать наш канал. Также приглашаю всех вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Все активные ссылки есть в описании. Приветы от нас сегодня получают Димас Про, Рокси Рой и Екатерина Кнаус. Ребята, передаю вам огромный привет.